Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «События до конца весны». Давайте в нашем видео подведем своеобразный итог до конца мая. Вспомним, о чем мы мечтали, о чем мы думали на начало весны или, возможно, раньше, на начало года, что мы сумели реализовать, а что для нас уже не важно, не имеет никакой силы, что само по себе уже в обстоятельствах жизни как-то определилось, чтобы мы были добрее к самим себе, к собственной душе, к собственным планам, мечтам. Это очень важно. Простили себя и других за ошибки, позволить себе право ошибаться, идти дальше. И если мы не имеем возможности вернуться назад, чтобы правильно начать, то мы можем устремиться вперед, чтобы правильно закончить, отпустить с душевным спокойствием то, что мы не можем изменить, то, что не в наших силах, настроить мужество на те вопросы и дела, которые как раз изменить в наших силах будет в последующий период. И до конца мая доброе небо способствует тому, чтобы мы мудро оценили одно и другое. Для вас, мои дорогие овны, майский период планетарно замечательный период, потому что планета Марс находится в вашем знаке зодиака. И другие планетарные аспекты для вас как раз очень добрый фон создают в мае, окончательно для себя с чем-то определиться. Может быть, это вопросы работы, заработков, конкретно финансов и где-то личной жизни. Я оставлю в описании под видео ссылку на свой сайт, где опубликована статья, именно планетарный гороскоп, и вы можете посмотреть, проанализировать для тех, кто анализирует свою жизнь и думает или ищет какие-то подсказки. Мы ведь никогда не знаем, когда к нам придет подсказка, с посредством чего. Вот я приглашаю на свой сайт перейти и посмотреть. Надо сказать, середина мая, первая половина, точнее мая до 15 числа в вашем знаке зодиака будет еще и Меркурий, который больше ясности внесет. А уже с 15 числа Меркурий перейдет в знак зодиака Телец. А Телец — это все то, что надежно, это то, что конкретно, это то, что к благополучию способствует. И, возможно, этот аспект, этот транзит вас как-то перенастроит в течение мая на какую-то новую реальность. И предыдущие аспекты, которые тоже произошли в знаке зодиака Телец, это Юпитер и Уран, нас как раз больше подталкивает к тому, чтобы мы уделяли внимание тем вещам, которые для нас каким-то прогрессом являются. Ну и, безусловно, Венера в знаке зодиака Телец, а Марс в ваша планета, управитель в вашем знаке. Личная жизнь или вопросы личной жизни в мае месяце тоже могут решаться благополучно. Если нужно, мы можем примириться с кем-то. Если нам нужно, наоборот, разобраться в какой-то истории, которая затянулась сверх всякой меры, мы тоже сумеем это сделать. Словом, мы идем вперед. Вот давайте некоторые вопросы, некоторые аспекты мы рассмотрим в нашем видео. А для тех, кому интересно, вы можете перейти по ссылке, указанной в описании под видео, на мой сайт. И также, кстати, посмотреть, есть и видео для каждого знака зодиака, но есть и статья, тоже оставлю ссылку. Это Хирон в вашем знаке, не забываем, это по первые месяцы 2027 года. И Хирон у нас символ израненного целителя. Какая-то история из прошлого, она формирует вас в настоящем. Но мы идем вперед. Что окончательно завершится для вас до конца весны? Что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности до конца весны. И чем запомнится вам этот период, мои дорогие овны? Событие или то, что придет в вашу жизнь до конца весны, для вашей радости, для вашего благополучия. Событие, которое изменит вашу жизнь или подтолкнет вас к переменам. И третье, это у нас будет событие, которое заставит измениться вас самих. Давайте узнаем. Вот такие 3 важных события до конца весны. Что окончательно завершится? Тут действительно мы что-то завершаем, и сам ангел открывает врата. Пятерка
Пентакли или пятерка земли в этой карте, есть момент, когда нам чего-то не хватает. По этой карте два направления: решение финансовых вопросов и вопросы в личной жизни. У кого-то и та, и другая сфера жизни проиграется. Но здесь самое главное не ставить перед собой табу. По этой карте к нам приходит помощь. Нам готов человек, может быть, открыть двери, или возможность какая-то для нас есть исправить финансовое положение. И самое главное, когда мы не делаем перед собой шаблонов или не пытаемся заново, в какой-то прежней траектории пройти и еще раз обновить какую-то ошибку, правда. Часто бывает, мы не успеваем додумать и по наитию или где-то на автоматизме действуем в прежних энергиях, а нам это не помогает, особенно по этой карте. Но по этой карте нам кто-то приходит на помощь. Мои дорогие овны, что окончательно завершится? Если мы говорим про личную жизнь, правда, если для вас конкретный человек важен, вы можете с ним примириться. Если какая-то история затянулась, как я уже говорила, фактически утрачено взаимопонимание, то тогда тоже вы можете освободиться от каких-то обременительных связей, которые вас тянут назад. Или это если касается работы. Конечно, карта тоже говорит о том, что мы себя внутренне перестраиваем. Но то, что решить как-то рассмотреть новые варианты, либо сотрудничество для того, чтобы увеличить доход, либо решить вопросы, может быть, и по недвижимости или по имуществу, которые в конечном итоге тоже сводятся к финансам, для вас доброе небо. Уйти от всего того, что вам мешает жить в плане недостатка, именно от недостатка взаимопонимания, или решить проблемы экономические свои или денежные. Вторую карту давайте откроем, что же нового войдет в вашу жизнь. Но это сама по себе карта, новизны, как и в отношениях отчасти, так и креативности, поэтому это может говорить нам о вашей новой работе, о ваших новых планах, о новой какой-то мотивации, импульсе, инсайте. И Паш жезлов, он не говорит нам о чем-то конкретном или сфере жизни. И, видимо, по тем сферам, по которым я сказала чуть прежде, личная жизнь и финансы, вот эти два направления, правда, как по тельцу. И телец у нас главный знак в мае месяце, поэтому все то, что для вас может быть продолжено, все то, что для вас будет к вашей пользе, то, что, знаете, более реалистично. Вот этим проектам есть смысл уделять внимание. Не совсем тут с позиции подходить своего импульса, понимаете? Все же быть реалистом, потому что действительно новые возможности, как новая энергия, новое вдохновение входит в вашу жизнь. Давайте мы посмотрим, каковы неожиданности до конца весны. Вот так у нас выглядит старший аркан, верховный жрец по судьбе. И даже если вот мы говорим, чего-то не хватает, всегда пятерка пентаклей, с одной стороны мелкая карта, с другой стороны это как досада. Вот не получилось у нас что-то осуществить. И вот эта досада, она уходит. И это необходимый был период, может быть, это в течение весны. Вы приступали к какому-то проекту, а ничего не получилось. Или как-то очень медленно. У нас в течение апреля, весь апрель Меркурий был ретроградный, и многие дела становились на паузу. Или могла быть какая-то путаница, неразбериха, не пойми что какое-то в нашей жизни. И это такие энергии для нас были тоже важны, чтобы окончательно, может быть, где-то оглянувшись назад, понять, что же для нас в нашей жизни действительно имеет значение. Какой-то прежний опыт проб и ошибок для нас был важен, чтобы мы какие-то гештальты закрыли, с одной стороны, а с другой стороны начали учиться чему-то новому. Для кого-то из вас оформили окончательно отношения, правда? Если мы говорим в неожиданностях, до конца весны вы можете окончательно определиться де юре. Если это касается личной жизни, значит, вы можете оформить отношения, к примеру, перевести на новый уровень вашу дружбу. Вы можете начать жить вместе. Или кто-то отправится под венец. Такое тоже по этой карте может быть. Все же проходят традиции. То, что
ну, принято в обществе, принято менталитетом, может быть, той страны, где вы находитесь, сделать все более структурированно, размеренно, надежно. Сама по себе карта, она именно говорит о надежности, о том, что мы отстраиваем свое благополучие в неожиданностях. Тут, наоборот, какие-то для вас посылы будут в течение мая, завершить действительно те вопросы, которые уже вы увидите, или уже на теперешний момент, когда вы смотрите видео, вы понимаете, что да, это не имеет смысла продолжать. У кого-то это может касаться работы. И кто-то из вас в течение мая как раз сменит работу или будет искать новые направления, или что-то изучать, потому что как будто по судьбе вам изменить себя, или, ну, внести какие-то коррективы по части вашей работы. Часто эта карта говорит, что, мои дорогие овны, кто-то решит сделать карьеру, и это тоже будет правильно. И пусть какой-то прежний период был как проб и ошибок, или была нехватка денег. Значит, да, тяжелый период, но это было как толчок своеобразный к тому, чтобы вас заставить, ну, совершенно какой-то новый ракурс для заработка себе предусмотреть. И да, это может потребовать учений, учебы, курсов, или вы сами самостоятельно что-то изучаете, но это все способствует вашему росту. Для кого-то из вас грустная какая-то история, вы тоже ее завершите и останетесь собой довольны, потому что прошлое не гнетет. Идем дальше. Чем же запомнится вам этот период? А когда мы прощаем себя, вот в этой колоде карт мальчик нам изображен, который меч буквально опустил, тянет за собой, когда мы понимаем, да, ну вот есть то, что напортачили, или, может быть, мы были великими идеалистами и думали, что какой-то план сработает, а вот теперь в течение мая вы точно видите, нет, если я буду продолжать что-то, ну, не имеет смысла, потеряю время, потеряю энергию, потеряю силы. Поэтому вот как раз правильному анализу ситуации, большей конкретики, откровенности с самим собой, самой собой и новому вдохновению, завершение чего-то прежнего и совершенно новое у вас на пороге. Или это вы новые сами, ваше новое состояние души или видение реальности, оно тоже будет как-то по-новому. Это туз мечей или туз воздуха. Я всегда называю эту карту выход из лабиринта. Мы могли словно блуждать в потемках, а вот теперь мы точно из них выходим. И вот этим где-то запомнится период до конца весны. Что-то для вас окончательно прояснится. Событие или то, что придет в вашу жизнь для вашей радости, благополучия. Шестерка воды, какие-то отношения для вас действительно перейдут на новую фазу, на новый этап. Дружба может перерасти в крепкую любовь, в крепкий союз. Сами по себе достижения, какой-то итог, который вас радует. Шестерка – это всегда победа. Вся активность по нумерологии проходит 6 этапов, и 6 – это завершение. Вот какое-то завершение радостное, радостный итог. Да, по этой карте есть еще и своеобразная ностальгия, когда мы как раз и анализируем какой-то прежний период, и в зависимости от того, что это у нас было, ну, делаем правильные выводы. Для кого-то из вас вас порадует союз конкретно с человеком, который любит вас. Может быть, это и где-то дружба, человек, который приходит вам на помощь. Или вы для себя решите менять окружение, близкое даже, или какие-то люди у вас могут возникнуть в течение мая, как, знаете, бывшие друзья, с которыми не было долго контактов, а теперь они могут вернуться, они могли вернуться в течение апреля, но, возможно, в мае вы окончательно определитесь, с кем я иду дальше. И это вас порадует. Все решают люди. Но сама по себе карта радости у вас выпадает, что же придет в вашу жизнь. И больше нам карта говорит об отношениях. События, которые изменят вашу жизнь или подтолкнут вас к переменам. А вот тут как раз карта самодостаточности, протекции, когда мы довольны собой. Посмотрите, очень сильную позицию нам говорят. Значит, будет что-то в пространстве, мои дорогие овны. И это у нас колода ангелов.
Это как высшие силы вам говорят, что даже если какой-то проект у вас прежде не удался или была нехватка чего-то, здесь все решаемо. Мы сказали по пятерке пентаклей. Нехватка денег, нехватка взаимопонимания. Вот по шестерке воды нам как раз говорят о взаимопонимании, о добром союзе, о душевности, о душевной гармонии в союзе с каким-то человеком. У кого-то проиграется по личной жизни, у кого-то это и партнерство по работе, по бизнесу. И деньги, мои дорогие, все-таки девятка жезлов говорит у нас о том, что есть у нас какой-то стабильный момент, период жизни, когда мы должны, с одной стороны, сохранить свои энергии, не тратя их попусту. И значит, своеобразная перезагрузка, которая изменит вас, вашу жизнь или подтолкнет к тому, чтобы вы наметили новую траекторию на будущее, когда мы действуем в двух случаях. Либо в том моменте, когда нам что-то угрожает, либо когда не упустить какую-то возможность. И для вас придется держать руку на пульсе, быть готовым к неожиданностям. В этой колоде карт, это, повторюсь, сильная позиция и сила именно в том, что мы не расходуем свою энергию попусту. Это не есть само какое-то событие, но может быть вот это опять же нехватка. Какой-то прежний опыт по иерофанту вас научил по-другому, с другими энергиями подходить к взаимоотношениям, пусть это по работе или в личной жизни, к своим дальнейшим планам, к своим собственным ошибкам, мои дорогие овны. Анализ прежних ситуаций, правда, какие-то итоги вы подводите в мае, но это вас больше радует. Какие-то новые перспективы открывает, потому что вы больше реалист в мае, чем когда-либо. Меньше желаний брать реванш, кстати, для вас, мои дорогие овны. Видите, как здорово, замечательно заканчивается наш расклад. Это позиция события, которая заставляет измениться вас. И карта колесница – это сила желаний. Это карта победы в этой колоде карт. И когда можете вы даже совершить какие-то переезды или важные поездки, когда вы можете, правда, изменить как вид деятельности, сферу деятельности, пересмотреть полностью окружение. Кто-то из вас наметит план переехать куда-либо очень далеко. Эта карта сама по себе перемен и успеха. Успех у вас на пороге. И он заставляет вас меняться. Да, какой-то сложный период жизни. Предыдущий, может быть, и с начала года. Там было непросто для вас. Может быть, были какие-то паузы, которые вас, заставляли собрать силу в кулак, хотя бы проявить терпение, потому что все же ваш знак – это больше активность сами по себе на пороге. Перемены, как и в личной жизни, если мы начали с пятерки пентаклей, и нам больше сказали, через взаимоотношения приходят к вам перемены, или через то, что вы должны для себя определить, каким образом к вам приходят деньги, или решить какие-то экономические вопросы. И реорганизация собственной жизни с новыми планами, с новыми возможностями. Прикладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.